приказ, они считают, что в любой момент Путин может сказать: вот, нам хватает, мы Азовсталь взяли, Мариуполь наш, хотя его нету уже как города, но плюс основная часть ДНР, ЛНР взяты, но если Славянск будет взят, это будет, скорее всего, тот порог, на котором он может остановиться. Опять, это не мое мнение, а мнение людей, которые должны понимать реалию внутри головы Путина немного лучше, чем мы. А от чего это зависит? И как эти решения вообще принимаются? Но опять, эти же люди, эти источники говорят, что, не хочу использовать ругательные слова, но они вот именно так описывают, от чего зависит, что никто не понимает, от чего зависит, и что он может реально затянуть это до конца года и проиграть намного хуже, потому что будут еще там 10-15 тысяч груза-200 с российской стороны, а может и решить завтра. Вот непредсказуемость Путина, которая, особенно сейчас, когда он взял вручную управление войну, никто другой не может знать, что он решит в конце этой недели. Ну да, ты говорил, что Путин стал генералом на этой войне, по сути. В какой момент это произошло? Кстати, это у вас я сказал впервые, а потом почти месяц позже английская разведка сказала это самое. И в Нью-Йорк Таймс написали. И в Нью-Йорк Таймс написали, да. Так что, это было, когда мы общались, Дворников был уже назначен? Нет. Поскольку у Дворникова репутация из Сирии, внутри армии была не очень высока, они преподнесли это все-таки публикуму, что он крутой там стратег, но они уже знали, что у него способности координировать разные виды войск не очень высока. Поэтому я думаю, что именно тогда же и Путин решил не доверять своим генералам, а стать генералом. То есть Дворникову он не доверяет? Дворникову ни один из офицеров, которые с ним работали, не доверяет. Поэтому я не могу себе представить, что эта информация, это сомнение не дошло до Путина. Но его назначили как раз под таким соусом, что этот человек сможет объединить командование всех этих, видов родов войск разрозненное, и как в Сирии приведет русскую армию, к победе. По твоей версии, получается, прямо противоположное это. Да, в Сирии победы были, они были, по мнению людей из ЧВК и офицеров, с которыми мы общались еще тогда, вопреки Дворникову, а не благодаря. У него были эксцессы с алкоголем, у него были вообще ситуации, в которых он ночью решал начать войну, вообще без никакой поддержки разведывательной. Ему не подчинялись. Была ситуация даже, когда просто проигнорировали его приказ. И вот почему я не могу себе представить, что до Путина это не дошло. Но у него были какие-то качества, это тоже, то есть писать, расписывать стратегию он может. А что вообще происходит именно с пониманием, событий на театре военных действий? То есть получается, что опять Путина вводят в заблуждение, опять царя обманывают. То есть как ты оцениваешь ту информацию, которой пользуется Путин? Он знает о реальной ситуации? Намного лучше, чем в начале, это очевидно. Цели ставятся менее амбициозные, чем в самом начале, то есть цели ставятся поступательные, на то, что называется incremental, то есть еще на 1%, а не на 50%. Не делаются эти ошибки, которые делались в начале и давали огромное количество жертв с российской стороны, но не делается так часто. Делаются новые ошибки, но те старые, которые в начале делались, например, Юруш, давайте вперед и возьмем весь город или 20 километров за сегодня. Их отпускали украинцы, и они думали, что это победа. Реально украинцы просто их из тыла начинали обстреливать. Вот таких ошибок уже нет. Но ошибку вот у нас река, мы сделаем понтонный мост, и не проверить, что реально есть траектория, по которой артиллерия другой страны спокойно может уничтожить. Сделать это второй раз и третий раз. Вот такие ошибки и бывают. Поэтому я думаю, что Путин учится играть в войне. Москва 1, 2, 3, 4. Вот, да. Это известный мем, благодаря тебе, кстати, который стал всемирно известным, когда один из генералов ГРУ, по-моему, его взламывали почту 4 раза. 4 раза. И увеличивалась каждый раз цифра после слова «Москва». То есть пароль был «Москва», потом 1, 2, 3, 4. Да.
Так что вот, я вижу это как реально улучшение способности Путина быть генералом. А что значит в практическом смысле, что Путин стал генералом на этой войне? То есть какого рода решения он принимает сейчас? Опять, я не знаю, но здесь могу цитировать экспертов, которые это понимают лучше, могу и цитировать, могу и делать заключение на основе того, что не публикуется в СМИ, очень редко публикуются цели, которые будут на будущее. А раньше, в самом начале войны, когда Путин не участвовал в этом, тогда заявлялось, что нужно сделать. Сейчас кажется, что все делается так, чтобы описать то, что сегодня случилось, как будто оно было целью. Что он конкретно делает, опять по определенным источникам, он одобряет каждый день реально то, что сегодня будет делаться. Но здесь что важно понять, что в самом начале Путин считал себя, это мое мнение, считал себя субъектом этой войны, и он ее планировал. А после окончания первой фазы, или первой войны, как я ее хочу называть, он стал объектом этой войны. То есть он каждое утро просыпается, и война — его новая реалия, с которой он должен как-то на основе последних фактов строить свой день. Может быть, свою неделю, но свой день. Поэтому вот, поскольку следующий шаг, он имеет не только военные последствия, а и политические, социальные и так далее, и ему приходится каждый день решать, что он может себе позволить в войне на следующий день. Вот почему он стал генералом, потому что никому другому он не может доверить. То есть все звучит так, что никакой стратегии сейчас у российской власти нет? Это очевидно. Какую роль Шойгу, по твоим наблюдениям, играет в этой войне? Он принимает участие в командовании этой операции? Да, принимает. Хотя могу сказать, что мы наблюдаем определенное общение, определенные биллинги, можно так сказать, людей, которые реально участвуют в разведывательной части войны. И видим их круг общения. И они общаются с определенными людьми, но Шойгу там не присутствует. То есть, скорее всего, если он не участвует, он участвует на очень высоком таком уровне, в который ему докладывают, но не на ежедневном. Скажем, что он не общается ежедневно с людьми из ГРУ, которые знают лучше всего, что происходит на поле боя. А правда, что доверяешь ли ты этой информации, что Путин стал менее доверять ФСБ? То есть такая версия, что ФСБ его подставило с прогнозами и оценками состояния украинской и армии, и, в принципе, скажем так, настроений в украинской элите. Согласно этим оценкам, после первых дней войны все должны были убежать, в том числе и Зеленский. Этого не произошло, это была оценка ФСБ, а ГРУ якобы обладали другой информацией, более правдоподобной. Замечаешь ли ты эти вещи? Я не думаю, что это роль ГРУ, она бинарно как-то поменялась от 0 до единицы. Она была с первых дней войны. Мы это видим по биллингам. Они реально участвовали с первых дней, и это очевидно. А роль ФСБ, то, что она потеряла значительную часть доверия Путина, это умозрительно просто можно быть уверен в этом, потому что реально ФСБ, часть ФСБ, не все ФСБ, но 5-я служба ФСБ, 5-й отдел управления ФСБ, они подставили и унизили Путина. Как это было? Просто они не только ему говорили, что Украина слаба, что нет общественной поддержки режиму в Киеве, но ему тоже обещали, что есть подготовленный план внутреннего путча среди военных. И такой план был, просто он не был успешным, он не был вообще гарантирован. И после первоначальных неудач на поле боя, после того, как американцы узнали, это был ключевой момент, американцы знали, что Гостомель будет атакован, и поэтому Украина была полностью подготовлена к этому моменту.
А после этого и те, которые раньше, скорее всего, согласились участвовать в этом путче, просто сказали, нет, мы не знаем, кто выиграет, поэтому не будем сейчас себя подставлять. Вот это унижение, после того, как Путин вышел в ночь, я думаю, в ночь начала войны или на следующий день сказал, я призываю военных на Украине взять власть, потому что с ними договариваться лучше. Вот это был тот сигнал, после которого он реально верил, что это будет. И что? Ничего. Поэтому я думаю, что личное унижение, поэтому не может быть без увольнения, которые не видны, но точно есть. Но без ФСБ он не может продолжить войны, поэтому другая часть ФСБ все-таки участвует. Одними из наиболее востребованных IT-специалистов за последние годы стали дата-сайентисты. Они занимаются обучением нейросетей и искусственного интеллекта, и потребность в такого рода специалистах стабильно растет. А вслед за спросом растут и зарплаты. Хороший специалист получает, например, по 250-300 тысяч рублей в месяц, а обучиться в удобное для вас время и в комфортном темпе этой профессии можно в онлайн-школе Skill Factory. На курсе будет много практики, а сами занятия ведут эксперты из крупных IT-компаний, например, такие как NVIDIA, МТС и Яндекс. А в карьерном центре вам найдут новую работу уже в процессе обучения. А лучших студентов лично рекомендуют по накопленной базе работодателей. В пользу Skill Factory говорит их лидирующее место на рынке обучения IT-специалистов и реальные отзывы студентов с оценкой 4,7. Ссылку я оставляю в описании. Переходите по ней прямо сейчас, и, возможно, именно вы сделаете наш мир лучше. А по промокоду продолжения вы получите еще и максимальную скидку в 45%. По поводу командующего еще. Мы уже поговорили немножко про Дворникова, его роль. Недавно он был отстранен от руководства боевыми действиями. Вместо него назначен генерал Геннадий Житко, о котором известно, что он руководил Восточным военным округом. И этот округ считается наиболее боеспособным. И, кроме того, он заместитель Шойгу, работал заместителем Шойгу. Что-то поменялось с его приходом? И на что делают ставку сейчас российские власти с вот этим назначением? Еще рано сказать, поменялось ли что-нибудь или нет, но сам факт, что меняется так часто ситуативно командующий именно войной, это, и что это становится публично, это нестандартно, так войну нельзя делать, и это демотивирует и людей, которые внутри армии, потому что они понимают, что что-то не так, неладно идет. Но комментировать, насколько он лучше, не могу сказать. Могу сказать, что те же самые источники, которые называли Дворникова абсолютным неудачником, считают, что все-таки новый, он значительно лучше. И исходя из того, что они угадали, что Дворников не больше 2 месяцев задержится на этой роли, я считаю, что можно им доверять, что вот следующий будет лучше. Сколько он продержится, говорят источники? Это зависит реально от дня, в котором Путин решит сказать, что победа получена. С началом войны, скажи, пожалуйста, легче ли стало или сложнее ли стало пробивать вот этих самых генералов Москва-1, 2, 3, 4? Легче ли стало или сложнее получать информацию от источников внутри российских силовых ведомств? Не буду пускаться в подробности, чтобы не сделать это сложнее, но могу сказать, что каждое слово, которое я скажу здесь, влияет больше на усложнение, чем факт, что война есть. То есть рынок же существует, там люди из ФСБ зарабатывают деньги на этом рынке, поэтому они не будут отказываться от своего дохода, тем более, что непонятно, от чего он на будущее будет зарабатывать. И поэтому рынок существует. Ну вот такие смешные истории, как с этим генералом, это ведь ты его пробивал, да? То есть это же ты, так скажем, стоял за этой историей Москва-1, 2, 3, 4, да? Да. Такие истории, насколько они распространены и сейчас? Никто не взял себе урок, и никто. И вот сегодня опять была очередная там Москва-4, то есть это продолжает до сих пор быть. Почему? Почему это происходит даже после таких унизительных историй? Вот дам пример конкретный, потому что мне
уже надоело проверять конкретно этот mail, поэтому Почту очередного генерала, да? генерала, при этом на какой-то там ключевой пропагандно-психологической должности. Ну вот хакеры, которые нам дают иногда посмотреть, они говорят, что уже 5-й раз они входят в его почту, меняя пароль, так что он не может зайти после этого. 5-й раз он в себе восстанавливает почту, но не меняет контрольный вопрос. То есть он думает, скорее всего, что забывает свой пароль и каждый раз меняет его через восстановление, но не меняет контрольный вопрос. Вот после этого интервью, скорее всего, он поменяет, но уже есть Ну, ты просто настолько устал, что ты решил уже закончить эту историю. Христо Грузев, дорогие друзья. Москва-4. К вопросам про войну хочется вернуться. Про потери недавно сообщала «Медиазона». Подсчеты журналисты и волонтеры периодически ведут. Минобороны крайне редко о чем-то сообщает, какие-то цифры публикует. Вот последнее, что мы видели, это 3211 человек. Это то, что удалось подтвердить, проверить по открытым источникам. По твоим данным, по данным Bellingcat, какие сейчас потери? Эти 3000, они реально идентифицированные люди. Да. То есть люди, по которым есть полные данные уже. И когда в самом начале войны мы пытались проверить, какой процент из всех можно идентифицировать, это было примерно 15%. Поэтому я думаю, что оно так и есть сейчас. Примерно 27-28 тысяч. Реально. Те, которые, потому что огромное количество, больше половины, это тела, до которых даже не дойдешь сейчас, потому что они остались на поле, где нету очевидного контроля ни у кого, они уже в состоянии, в котором нельзя их идентифицировать и так далее, и так далее. Так что, исходя из того, что примерно 10-15% можно идентифицировать, я думаю, что всегда можно делать аппроксимацию, экстраполацию, сколько примерно все. Как, по-твоему, западные разведки получают свою информацию о принятии решений на самом высшем уровне в России? Учитывая то, что за несколько месяцев до начала войны Байден, да, и американские спецслужбы просто кричали о том, что будет война, мы не верили в это, но тем не менее было видно, что это не просто попытка, значит, напугать словом, что за этими оценками что-то стоит. На что опираются, по-твоему, они? Это данные электронной разведки или это что-то, или это кроты? Во-первых, нужно сказать, что не только вы не верили европейские разведки тоже. Факт, подтверждающий этого, был визит шефа немецкой разведки в Киев. Реально в день, за несколько дней, за 2 дня до начала войны, потому что он не верил. Иначе шеф разведки Германии не должен был быть в Киеве тогда, когда в любой момент может начаться война. А почему они не доверяли американцам? Не доверяли американцам, да. Потому что американцы не делились с ним первоисточником этих данных. Они говорили, у нас же есть такие же средства электронной разведки, да, такие же доступы к спутникам, и у нас тоже есть кроты, и мы видим только предупредительные выстрелы, так сказать. То есть, что Путин пытается нам пригрозить, но реально ничего больше этого не видим. Кстати, это то же самое, что 99% от силовиков тоже думали и видели в тот момент, да? Русских силовиков. То есть американцы знали или видели что-то, что даже 99 и несколько процентов русских силовиков не видели. Как можно этого добиться? Этого можно добиться только имея крота на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором никто еще не знает, потому что если оно было бы известно, то силовики бы предприняли решение, то есть предприняли бы меры, чтобы его как-то нейтрализировать. Поэтому для меня, скорее всего, это комбинация обоих, но ведущее здесь должно было все-таки высокопоставленный крот, который смог им описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным. А насколько высокопоставленный должен быть этот крот? Какая это позиция? Он должен быть вхож в это политбюро, в этот Совет Безопасности, или это какой-то референт
это должен быть человек, скажем, выше в этой цепочке Лаврова. Да? Выше. Я абсолютно убежден, что Лавров не знал, что война начнется. Абсолютно убежден. А вот в этой тусовке военной, там знали примерно 20 человек. Поэтому один из этих 20 должен был в курсе. Но здесь может быть и другой слив, потому что кроме вот этого политбюро военного, там предварительно знали элитные ЧВК, которые были отправлены туда еще за несколько недель до, чтобы готовить все. Так что, может быть, это оказалось каналом для слива для Америки. Угу. А там большое количество людей? Пару дней до было примерно 100 наемников ЧВК. А какой ЧВК? Безименная. Она новая, она подконтрольная типа Росгвардии и Золоту, да? Золоту, да. Да? Глава Росгвардии. А почему так? Потому что, потеряли доверие к Пригожину. Но это не означает, что Пригожин и легат, другая ЧВК не подключились. Они подключились, но позже начала войны. Скажем, что легат – это ЧВК, которая считается близкой к Министерству обороны, а Пригожин – это, в общем, Евгений Пригожин, повар Путина и, в общем-то, так сказать, начальник ЧВК Вагнера. Да. Вот они подключились несколько дней до. Они очень хотели участвовать в этом, но, видимо, из-за того, что ограниченное количество людей должны были знать вообще об этом, их не подключали, и там интересные биллинги, видимо, которые Пригожин и куратор легата, не буду его называть пока, они как-то бешено пытаются дозвониться до генералов, чтобы в момент начала войны, видимо, чтобы спросить, а что мы, почему нас не пригласили. И через 3-4 дня видно, что их уже подключили. Но вот эта ЧВК, которая была там, она элитная новая ЧВК. По поводу того, как информация, в общем, как в Кремле беспокоятся об утечках. Вот когда был этот Совет Безопасности, наверное, ты обратил внимание, что на кадрах даже официальной съемки в Кремле все камеры внутреннего наблюдения завешены были тряпками. О чем тебе это говорит? Это паранойя или это действительно одна из возможностей, как западные спецслужбы могут получать доступ к информации внутри Кремля? Интересно, что они доверяют тряпкам, потому что тряпку же очень легко подкупить. Но нет, это паранойя, но она абсолютно правильная, потому что им непонятно, конечно, непонятно, откуда идет утечка информации, поэтому надо все закрыть. И так как и мы на всякий случай закрываем камеру на компьютере, так они ставят тряпки. Какие сейчас настроения в окружении Владимира Путина? Ты в марте тогда говорила, что намечается раскол в элитах, очень многие его не поддерживают. Усиливается ли этот раскол? Какие признаки этого раскола ты сейчас видишь, если он есть? Я абсолютно согласен с анализом, который недавно был опубликован «Медузой» на основе своих источников, что есть раскол. Он не усиливается, потому что он уже был по максимуму, но он просто расширяется в обе стороны. То есть сейчас есть и часть ястребов, которые тоже абсолютно недовольны и критикуют стратегию Путина или отсутствие стратегии, а не только эти, которые не хотят войны. И здесь реально есть почти такая дилемма узника, да, так называется, prisoner's dilemma. Да, в теории игр. В теории игр, да. Кто-то из них должен выстрелить первым. Чтобы спасти себя. Да. Потому что иначе остается шанс, риск, что другая страна, недовольна Путиным, может выстрелить первым. И тогда конец желаний
определенного выхода, желаемого выхода. Поэтому я думаю, что из-за того, что появились две такие группы, шанс, что кто-то выстрелит первым, выстрелит это не в буквальном смысле, не принимайте это, увеличивается. Но, видимо, репрессивный аппарат все-таки сделал свое, сыграл свою роль даже на уровне силовиков, потому что я ожидал раньше, что кто-то из них предпримет какое-то действие. Угу. Но это равновеликие группы? Как сказать, одна из них более очевидная, более прозрачная, потому что кричать, что ты хочешь войну еще жестче, это не запрещается законом. А говорить или намекать, что ты не хочешь войну, это абсолютно запрещено. Поэтому мы видим Гиркина, который для меня глашатай, скажем, посланник, посол той группы ястребов, который до сих пор не в тюрьме. Он вызывает каждый день Путина: арестуйте меня, арестуйте меня, арестуйте. Или дайте мне возможность довести вас до победы. Это же не его слова, это слова тех, которые крышуют его. Вот. По количеству, я думаю, что это намного меньше те, которые хотят. Потому что, еще раз, те, которые хотят, они, они точно не делают это по идеологическим причинам, а по экономическим причинам. Это люди, которые зарабатывают на войне. Их не так много. А те, которые потеряли и потеряют экономически от войны, их намного больше. Ты еще рассказывал, что один из ваших источников говорил, что чуть ли не в ближайшие недели хотят сместить Путина и поставить на его место кого-то нейтрального, вроде Мишустина, например. Это находит подтверждение где-то еще? Это мнение одного источника, это не информация. Это сильное мнение одного источника, а мнение другого источника на такой же позиции, что нет, Путин будет ждать первый момент, чтобы объявить победу. То есть, понимаете, и это люди на высоких уровнях силовой власти. Они сами не понимают, что происходит. Поэтому спрашивать меня, это не нужно. Просто надо иметь в виду такие мнения и понимать, что все это возможно. Все это возможно. Какой будет выбор этих людей? И будут ли они быстрее в своей решительности, чем Путин в своем намерении закончить, это я не могу сказать. Мы с тобой off-the-record говорили и с Доброхотовым, с Романом Доброхотовым из Insider обсуждали тут накануне о том, насколько сам Путин вовлечен в принятие тех или иных решений, в частности, решения об устранении неугодных ему людей. Мы говорили, обсуждали, естественно, про Навального, в том числе и Быкова. Да? Казалось бы, это была совершенно неожиданная такая история с его отравлением тем же самым ядом из группы «Новичок», что и в случае со Скрипалями и с Навальным. По твоему мнению, какова роль Путина вот именно в истории с Быковым? Он сам принимал это решение? Исходя из твоих источников, конечно. Я смотрел на ваш дебат. Ожесточенный спор с Доброхотовым. Да, с Романом Доброхотовым. И я все-таки должен сказать, что я занимаю, скорее всего, его точку зрения, разделяю, что нельзя выполнить такую операцию, которая ангажирует огромный ресурс государства без одобрения Путина. Может быть, не по предложению Путина, но без одобрения Путина. Потому что он платит в итоге репутационную цену, и чисто экзистенциональное выживание этих сотрудников спецслужб, которые принимают решения, оно требует, для этого нужна санкция Путина. Почему? Потому что кто-то должен их потом сохранить, спасти от наказательного уголовного преследования. Понятно, почему Навальный, да? Понятно, почему Скрипали. Вот, я отвечу. Я сказал, что не обязательно Путин делает это предложение, да? Но есть общий список. Вот. Много источников уже годами нам говорят об этом списке. То есть общий список для ликвидации. Этот список согласуется с Патрушевым и с Список врагов народа.
условно, список врагов народа, да? Да. Туда впихивает и не врагов народа, туда впихивает и экономических конкурентов определенных людей, да? Но все-таки этот список одобряется сверха, потому что иначе как Путину отвечать за то, что он не знает, что того будет убивать. Поэтому я не говорю, что, например, Пригожин, который высказывал свое желание расправиться с Быковым, не включил, когда еще у него была возможность там влиять и предлагать Быкова. Но я исключаю вариант, что Путин и точно Патрушев не одобрили это. Тогда я спрошу, опять же, возвращаясь к этому спору с Романом Доброхотовым, если Путин принимает такие решения, то, по-твоему, что это говорит о его психическом состоянии? Интересный вопрос, потому что еще давно, когда Путин был относительно нормальным, 10 лет после его, скажем, прихода на власти, нам казалось, не знаю вам, но нам за границей казалось, что он уже потерял способности критической оценки своих действий из-за того, что уже тогда было очевидно, что он ограничился от реальных критиков, от людей, которые критически бы ему оценивали его действия, и там остался один Сечин, который, может быть, критикует, может быть, не критикует. Так что представьте себе, там 23-22 года после этого. Это создает особого психологического типажа, который мы не можем описать обычными критериями. То есть сумасшедший или не сумасшедший. Это человек, который считает, что у него есть... Это мессианство. Ближайшее описание – это мессианство. Что никто выше него не может решить, что позволено, что дозволено и так далее. Добавь к этому и чисто бэкграунд силовика, который еще в молодости понял, что убивать, ликвидировать – это вообще часть его работы. И получается очень опасное, взрывоопасное такое перемещение. Но нельзя просто сказать, он дисфункциональный человек, который там не может, например, играть в шахматы. Он может. Это не такая шизофрения, например. Это что-то другое. А никто не говорит, как раз мы с Наташей тоже много об этом спорим. Он создает впечатление нормального человека внутри ненормальной экосистемы. Да, с совершенно сломанными какими-то принципами, понятиями о добре и зле, совершенно иными. Плюс сюда накладывается еще, конечно же, вот эта школа его КГБ, плюс 20-летие у власти и плюс еще полуторалетняя изоляция из-за ковида, которая, кстати, сейчас продолжается. Речь о том, что отрыв от реальности со временем у него увеличивался, что это уже пропасть между ним и тем, что происходит в мире вокруг. То есть может быть в таком случае, что как раз-таки дисфункция уже произошла? Опять, может ли играть в шахматы? Я думаю, что все-таки может. Может ли оценить правильно риск определенной ситуации? Это даже не в том вопрос, потому что для него определенные издержки, они не имеют значения уже. То, что случится с страной реально, его не интересует. Для такого типа мессианского уже дисфункционала важнее, чтобы он сделал, чтобы никто другой не сделал что-то, которое останется в истории, как будто кто-то другой был важнее в том же периоде. Mm-hmm. Поэтому для него самое важное, чтобы он определял судьбу страны в любую сторону. А для меня, это вообще отдельная тема, все это началось абсолютно тогда, когда ему показалось, началось еще в 6-м, 7-м, 8-м году, когда ему показалось слишком сложно конкурироваться с миром на правилах мира. Хотя Россия была по пути правильно там конкурироваться на этих же правилах. И осталось бы еще 5, 6, 7 лет, Россия была бы реально очень конкурентоспособной страной на тех же правилах. Что-то случилось у него, он решил, что это слишком сложно. У нас есть другой путь. Давай будем просто
вооружаться и пугать. Так что мне кажется, что надо искать, что у него в голове случилось тогда, а все, что сейчас видим, это просто логическое продолжение, завершение этого отклонения от пути, в котором, многие говорят, и вчера мы слышали люди, которые говорили, что вот альтернативная Россия, она была бы написана, если, например, Немцов вместо Путина. То я думаю, что альтернативная Россия была бы более логично, если у Путина что-то в голове не произошло в 2005-2006 году, и он продолжил просто по той же линии, по которой Россия уже двигалась. Но получается, что война в Украине – это результат такой динамики одного конкретного человека, динамики его мышления, его состояния. Плюс экономические коррупционные двигатели, потому что мы видим, как генералы и часть силовиков, они на этой войне зарабатывают. И благодаря тому, что они зарабатывают, они смогли инструментализировать вообще ресурс ГРУ, например, военной разведки, именно к такой агрессивной подготовке к войне. Потому что благодаря этой войне сейчас мы уже нашли объяснение многим телодвижениям ГРУ на последние 7-8 лет, которые не были очень логичными. Почему принимали такие риски? Они политические риски, всякие риски, риски личной безопасности, чтобы путешествовать, генералам путешествовать под прикрытием, чтобы участвовать в подготовке взрывов, например, скалов. Так, все это была подготовка к уже запланированной войне еще тогда, в 2013, 2014, 2015 году. И в то же самое время те же самые представители ГРУ военных, они зарабатывали от продаж. Поэтому я думаю, что здесь не надо забывать, что есть экономические коррупционные. А что ты имеешь в виду? Какие примеры конкретно зарабатывания? Продажи данных тех же самых? Нет, зарабатывание это при каждой вспышке войны, участие в Сирии на войне, участие на Донбассе, предоставление оружия для добровольцев, ЧВК, или сейчас настоящая война, есть вспышка производства, вспышка покупки материалов определенных, специфических, на которых вообще есть полный запрет в публичности. Вчера, кстати, был интересный ответ Пригожина на вопрос Reuters. Правда ли, что казармы, которые были полностью оснащены фирмой Пригожина, там у них все сломалось уже, только 2 недели после того, как он их сдал. И задают вопросы там, вообще за сколько вы их продали, был ли аукцион, был ли публичный тендер. Он отвечает, во время войны не делается тендера. Вот ответ. Во время войны зарабатываются огромные непрозрачные деньги. Личный вопрос. Риски для тебя в связи с этими расследованиями, которые ты проводишь, значительно выросли с начала войны? Я бы сказал нет, потому что сейчас список врагов Кремля увеличился значительно. Так что я как-то теряюсь там. Раньше я был в первой пятерке. Так что... А сейчас в какой десятке? Я думаю, что сейчас там есть как минимум 50 украинцев, которые выше меня. Окей. Если резюмировать наш разговор, то получается, по сравнению с тем, о чем мы говорили больше 2 месяцев назад, кажется, что ситуация стала еще более неопределенной. То есть вот то, о чем сообщают ваши источники, те настроения, которые есть, это порой прямо противоположные какие-то вещи. Абсолютно. И как дальше будет развиваться ситуация, кажется, не знает никто, включая Владимира Путина, учитывая, что там нет стратегии вообще никакой. Есть примерная формула, по которой можно предусмотреть, потому что он же не может остановиться, если все начнет идти по его желанию, не по плану. Да? Но формула, которая покажет, получится ли так или нет, зависит от многих конкретных, объективных решений мира. Например, в каком количестве и как быстро будут передаваться Украине оружие.
Если это было бы по плану, который мы 2 месяца назад ожидали, то я думаю, что, скорее всего, к нынешнему моменту Путин бы отказался идти дальше и назвал бы там победу что-то намного более ограничено. А из-за того, что Америка, Германия, они очень-очень долго не давали это оружие, которое было дачено, это дало ему возможность продолжать. Поэтому вот эти фактора они не изменились, просто они непредсказуемы. Да? То есть надо понять, надо увидеть, надо посмотреть, если реально вот эти HIMARS, которые ключевые для Украины, в достаточном количестве придут на этой неделе, на следующей неделе, все может закончиться намного быстрее. А если нет, то до конца года. Если говорить о вероятной эскалации, которую мы обсуждали 2 месяца назад с тобой, мы обсуждали, будет ли применено ядерное оружие. Насколько сейчас мы это отодвинули? Насколько сейчас отодвинут этот сценарий? Насколько сейчас он реалистичен? Я думаю, что мало реалистичен. Он не исключен, но мало реалистичен. Во-первых, потому что опять мы увидели, что Запад не дает достаточно быстро оружие. Это позволило конвенциональными средствами улучшить позиции российской армии. Есть определенные успехи крылатых ракет, которые позволяют удары издалека без никаких последствий для российской армии, которые выполняют часть из этой роли мести, которая очень важна для Путина. И хотя это, конечно, очень негуманное оружие, но это лучше, чем химическое или другое. Но тоже есть понимание этого раздвоения, этого раскола у Путина. Есть это понимание. И я думаю, что это значительно уменьшает риск, что он примет решение дать приказ. Ну и в прошлый раз мы говорили по той же причине, что отдав